Всем привет! Это Qualatex TV по-русски, и сегодня у нас необычный выпуск. Вчера в Москве прошел потрясающий семинар Ольги Барановой и Ольги Самойловой. И у нас возникла идея, а почему бы всем вместе не сделать чего-нибудь интересное? Сейчас начало марта, и у нас есть необходимость украсить свои магазины к приближающемуся Международному женскому дню. Поэтому мы решили показать вам процесс декорирования изнутри. В этом видео вы узнаете, как на самом деле создаются оформления воздушными шарами от идеи до воплощения в реальной жизни. Каждый раз, когда создаете из шариков что-то новое, всегда старайтесь от чего-либо отталкиваться. Даже если вы не владеете серьезными компьютерными программами, простой эскиз, нарисованный карандашом от руки, поможет вам избежать ошибок. Еще одна мысль, которую стоит держать в голове, работая над проектом, это то, насколько сложным будет его воплощение. Ведь высокий сезон, у нас совершенно нет времени на сложные заказы, и мы должны порадовать своим творчеством максимальное число клиентов. Поэтому старайтесь не предлагать сложные и трудоемкие дизайны на массовые праздники. Сегодня мы с вами будем делать арку к весеннему празднику, поэтому я предложила вот такой дизайн, где мы будем использовать весенние цвета – розовый, желтый, лиловый и все оттенки зеленого. Все это будет создавать настроение и привлекать клиентов в магазин. Мы будем делать эту арку для украшения магазина, который находится в торговом центре. Как известно, во многих торговых центрах нельзя работать в течение рабочего дня. Работать по ночам мы не любим. И для того, чтобы можно было легко перевести арку из студии в магазин, мы сделаем каркас разборным. Для изготовления арок полукруглой формы мы используем кабель-канал диаметром 20 мм. Это очень дешевый материал, который сочетает в себе ряд необходимых качеств. Он упругий, хорошо держит форму и при этом достаточно прочен. А еще арки на кабель-канале требуют минимального монтажа. Сегодня мы будем делать арку длиной 7 метров. Мы разделим каркас на 3 части. Для того, чтобы арка приняла правильную форму, эти части должны быть симметричны. Кабель-канал продается кусками по 2 метра, поэтому мы сделаем 2 части по 2,5 и одну 2. Для того, чтобы отрезать кабель-канал нужной длины, лучше всего подойдет нож для металлопластика. Слегка сдавливаем, проворачиваем и отрезаем. Для того, чтобы соединить две детали каркаса вместе, нам потребуется соединитель. Возьмите кусок кабеля-канала 20 см и поставьте его вертикально, после чего ножом для металлопластика сделайте продольный разрез. Следите за тем, чтобы на пути следования лезвия не было ваших пальцев. Затем вставьте соединитель внутрь детали, которые собираетесь соединить, после чего место стыка обмотайте скотчем. Большое преимущество кабель-канала 20 мм заключается в том, что этот диаметр идеально садится на крепежный уголок. Но чтобы не повредить трубу, лучше обмотайте ее конец скотчем. Когда соединяете каркас с основанием, помните о том, что шарики будут давить на платформу. И если вы не зафиксируете трубу, то она будет постоянно вылетать. Чтобы это сделать, отметьте маркером место, где в уголке расположено отверстие, после чего наденьте каркас на уголок и зафиксируйте его саморезом. Соедините детали каркаса между собой, обработав места соединения скотчем, после чего наденьте каркас на уголки. Вы можете видеть, насколько легко сделать такую арку и как ровно она смотрится. В своей практике каждый раз, когда нам заказывают арки, мы стремимся убедить заказчика в необходимости взять арку именно полукруглой формы. Ровно по той причине, что технология изготовления каркаса настолько отработана и монтаж не представляет никаких сложностей. Для того, чтобы заполнить арку, нам понадобится 2 вида цветов. Сейчас я покажу, как их сделать. Берем 2 и 3 сиреневых шаров, надутых на 24 см, скручиваем их между собой. Теперь то же самое делаем с желтыми 5-дюймовыми шарами. Для обратной стороны цветка нам понадобится кластер из 6 шаров, поэтому скручиваем 3 двойки. Теперь собираем все вместе. Добавляем серединку нашему цветку. Для того, чтобы сделать 5-лепестковый цветок из шарика для моделирования, надуйте шар на 5 качков ручным насосом. В этом дизайне нам будут нужны небольшие ромашки, поэтому мы возьмем размер петли в 3 пальца. Сделайте первую петлю и как следует замотайте хвостик.
Далее последовательно сделайте еще 4 лепестка, так как показано на экране. А в конце удалите лишний шар. Для того, чтобы сделать тычинки, возьмем 260 хром золота. Надуйте шарик совсем чуть-чуть и завяжите узел. После чего продавите узел внутрь шара и захватите его пальцами. Закрутите несколько раз и подайте узел в обратном направлении, для того, чтобы он зафиксировался. Наша тычинка готова. Сейчас я покажу вам простой способ, как можно сделать спираль из шарика для моделирования. Для чего возьмем кусок 50 мм канализационной трубы, на одном конце которого будет намотана ШДМ. Зафиксируйте кончик шарика, который собираетесь надувать, и плотно намотайте его на трубу. Следите за тем, чтобы шарик не перекручивался. После чего ручным насосом надуйте шар, и вы получите ровную спираль. Снимите шарик с трубы и завяжите узел. Если среди вашего оборудования имеется компрессор, способный раздувать шары для моделирования, то спиральку можно сделать гораздо проще. Намотайте шар для моделирования на 2 пальца и надуйте его компрессором. В процессе надувания следите за тем, чтобы шар не перекручивался. Таким образом, за гораздо меньшее время вы получаете такой же результат. Вот почему имеет смысл инвестировать в хорошее оборудование. Давайте разберем еще одну деталь, которую мы будем использовать в декорировании нашей арки. Надуйте шар для моделирования и свяжите его кольцом. После чего разделите это кольцо на 2 части и сделайте 2 петли. Затем проденьте одну петлю через другую для того, чтобы они не раскручивались. И придайте лепесткам необходимую форму. Возьмите еще одну такую деталь и перекрутите их между собой. Перед тем, как начать крепить элементы на наш каркас, мы должны изменить его цвет. Для этого воспользуемся 350 шарами для моделирования. После того, как обработаете весь каркас, оставьте необработанными места стыка, чтобы потом можно было разобрать арку. Для того, чтобы закрепить цветы на арку, нам необходимо вставить каркас между этими кластерами. После того, как вы разместили цветок в правильном месте, просто хвостиками шариков привяжите его к каркасу. Размещайте элементы на каркасе в соответствии с первоначальным замыслом. Когда вы делаете из шаров какие-либо объекты живой природы, старайтесь избегать симметрии, ведь в реальной природе нет ничего симметричного. Так и в шариках асимметричные композиции смотрятся живо и естественно. Вот так наша арка выглядит в сборе. Я очень люблю подобные дизайны, ведь при низкой себестоимости она имеет шикарный визуальный эффект и очень проста в изготовлении. Наша арка готова, и все, что нам осталось, это отвести ее к месту монтажа. Для чего разберем каркас и упакуем составные части в полиэтиленовые мешки. В своей работе мы в обязательном порядке пользуемся пакетами для транспортировки, потому что это очень сильно предохраняет шары от повреждений. И нередки случаи, когда за один день нужно установить 10 одинаковых арок, и подобный метод их транспортировки становится единственно возможным вариантом это сделать. После того, как вы доставили детали арки на место монтажа, разложите их на полу и выровняйте все элементы. Затем снова соедините детали в единую арку и укрепите места стыков скотчем. Чтобы не обрабатывать места соединения, просто передвиньте элементы декора на это место. Наша арка будет радовать посетителей внутри торгового центра. То есть она не будет подвержена ветровым нагрузкам, и монтаж ее можно сделать всего-навсего по одной точке. В стеклянной поверхности мы предпочитаем монтироваться на скотч. Его следы гораздо проще убрать, чем следы монтажных площадок. Да и в отличие от них, правильно сделанный крепеж на обычный скотч никогда не подводит. Чтобы сделать крепеж правильным образом, делайте его по форме буквы N. Приклейте горизонтальную полоску скотча поперек шпагата и поверх нее приклейте еще одну. Затем приклейте еще 2 перпендикулярно и завяжите узел. Если бы мы делали эту арку на улице, то крепеж бы осуществлялся минимум по 3 точкам, а при больших ветровых нагрузках вообще по одному крепежу на 1 метр. Если у вас есть собственные торговые точки или магазин товаров для праздника, не ленитесь его украсить, ведь тем самым вы показываете товар лицом и демонстрируете своим клиентам, какую необыкновенную атмосферу могут создать воздушные шары. Огромное спасибо коллегам, что откликнулись на нашу просьбу и приняли участие в ролике. Оставляйте свое мнение в комментариях, интересен вам такой контент или нет. Ставьте лайки, жмите колокольчик, подписывайтесь и не пропустите следующие ролики.